Так, друзья, снова всем привет. Значит, перетащили мне вот парочку компрессоров от холодильников. Ну и мне стало интересно. Один из них, конечно, я вскрыл, чтобы посмотреть механизм. Вот. Ну и за одним проверить. Вот представляет собой, значит, кривошипно-шатунный механизм с поршеньком. Ну и синхронный мотор трехфазный, похоже на то, что да. Вот. Значит, пробовал я подключать, я через конденсатор, правда, этот подключал. Ну и, соответственно, он крутит, все работает. Ну, видимо, его списали, потому что там давление недостаточно, поэтому так вот. Ну а мне отдали на разбор. Вот состоит вот так вот, я вот его вскрыл и, соответственно, получил то, что получил. Так, продолжаем. Так, ну и сейчас я вам немножко продемонстрирую, как он у нас вертится. Значит, сейчас без всяких конденсаторов, тут средний провод никуда не цепляется, вот эти вот цветастенькие проводочки только подцепил. И сейчас попробуем. Вот примерно так немножко продемонстрировал я. Так, теперь, значит, перейдем к другому компрессору. Я уже к нему тут примастерил пока значит, шланг. Ну и с этим, с переходником подкачивал колесо мотороллеровское, правда. Ну, подкачалось, все нормально. Как бы это уже для тех, кому совсем лень. Так. Ну и использую его вот как, чтобы продувать какие-нибудь стружку всякую. Так, покажу сейчас. Ну вот такой вот получился у меня своего рода продувочный пистолетик. Для примера вам просто, чтобы показать. Понятно, что там не 8, наверное, атмосфер. Там и 2 даже нет. Вот. И тем не менее, малошумный, где-то так вот даже, скажем так, дома держать. Вот. Вообще я хочу, конечно, сейчас, минуточку. Вообще, конечно, я хочу, у меня где-то есть баллон газовый, его промыть и сделать к нему еще ресивер небольшой. По-моему, 5-литровый баллончик, что ли, у меня там где-то. Ну, мне кажется, для моих нужд 5-литрового-то вполне хватит. Ну вот его использовать, скажем, для таких бытовых нужд. У меня в гараже, в общем-то, нормальный стандартный стоит, поэтому куда-то так вот, скажем, в мастерской домашней поковыряться вполне себе пойдет. Ну на этом все. Всем спасибо, всем пока.